Здравствуйте, я Станислав Кузнецов, приветствую вас на своем канале. В одном из своих прошлых видео я рассказывал о том, как работать с DNS-сервером на операционной системе Windows Server 2016, работающей в графическом режиме. Я показывал, как установить DNS-сервер, как создать зону, как создать запись, узел в этой зоне, и как проверить работоспособность. А также рассказал о том, как настроить, чтобы сервер был кэширующим, перенаправляющим на определенный DNS другой DNS-сервер. В этом видео я хочу рассказать то же самое, но только на операционной системе Windows Server 2019, работающей в режиме Core. Итак, мы имеем что? Запущенную операционную систему Windows Server в режиме Core. И первое, что необходимо сделать перед установкой DNS-сервера, это настроить сетевые параметры. Задать IP-адрес фиксированный и настроить DNS-сервер на самого себя. Лучше всего это все делать с помощью меню sconfig. Итак, запускаем команду sconfig. Нажимаем на восьмерочку, выбираем сетевые параметры. Здесь выбираем индекс интерфейса, единичку. И меняем его параметры. Итак, первое, что мы делаем, сначала устанавливаем сетевой адрес. Набираем единичку, указываем, что это будет статический, буковка S, и вводим его IP-адрес. Пусть будет 192, 168, 192, 168, 7. Пусть будет 56. Enter. Маску подсети 0. Enter. Шлюз по умолчанию. Так. Да. 192, 168, 7.1. Теперь настраиваем DNS-сервер. DNS-сервер мы делаем таким, чтобы он ссылался на самого себя. Значит, выбираем двоечку, Enter, и вводим 192, 168, 7, 56. Основной установлен. Окей, да? И ставим альтернативный. 192, 168, 7, 55. Такого узла не существует, но хочу продемонстрировать, что будет DNS-сервер работать именно мой. Enter. Окей. Все, после этого мы жмем на четверочку, возвращаем главное меню и 15, выход в командную строку. Делаем очистку экрана, CLS. И теперь делаем проверочку. Ну, во-первых, проверяем, что у нас работает интернет. Вот, интернет работает. И проверяем, что у нас сейчас не работает DNS-сервер. Делаем это с помощью NSLookup. Видим, что наш сервер указан в качестве целевого DNS. И делаем преобразование. Ну, например, i.ua. Вот. И видим, что у нас, собственно, проблемы. Да? DNS-сервер не работает. Выходим. Итак, следующее, что необходимо делать, устанавливать DNS-сервер. DNS-сервер устанавливается с помощью PowerShell. Вот, конкретно commandlet add Windows Feature. Для этого входим в PowerShell. И вводим commandlet add Windows Feature. Дальше ставим аргумент name. И указываем DNS. А также ставим параметр include management tools. Include management tools. Enter. Так, пошел процесс установки DNS-сервера. Идет сбор данных. 79% приближается сейчас к концу. И после того, как DNS-сервер установится, он сразу же и заработает.
Но он начнет делать преобразование рекурсивно. Так, отработало, да? Опять вводим NSLOOKUP. NSLOOKUP. Lookup. И пытаемся опять делать преобразование. Допустим, i.ua. То, что раньше не получалось. Вот, задумался, да? Так, пока не хочет. Думает. Так, давайте еще раз. О, все. Теперь смотрите, DNS-сервер заработал. То есть на моем компьютере, на Core, сейчас установлен DNS-сервер, который уже функционирует. Следующее, что хотел бы я показать, это как настроить мой DNS-сервер, чтобы он был перенаправляющий. То есть, чтобы он не сам делал рекурсивные преобразования, обращался к корневому серверу, потом получил ссылочку, куда обращаться дальше, ко второму, ко третьему, а просто перенаправил запросы от меня на какой-то другой сервер, например, на гугловский, вот 4 восьмерками, и давал мне готовую ответочку. В этом случае нагрузка на сервер будет меньше, ну и, собственно, быстродействие должно увеличиться, ускориться. Итак, для того, чтобы настроить сервер пересылки, вот мы выходим из режима NSLOOKUP и вводим командлет под названием add DNS Server Forwarder. add DNS Server Forwarder. DNS Server Forwarder. И в качестве целевого сервера указываем гугловский, да, 4 восьмерки. Enter. Думает, все, отработало, да. Если сейчас опять мы запустим NSLOOKUP, то в данном случае у нас, собственно, скорость должна повыситься. EUA сразу, ну, допустим, что еще? Допустим, mail.ru сделаем. Сразу видите, почти мгновенно. То есть до этого он думал долго. Ну, нет, до секунды, почти чуть больше секунды. Почему так происходило? Потому что сервер мой самостоятельно делал рекурсивное преобразование. А сейчас он просто переслал на гугловский сервер, а гугловский сервер DNS дал ответочку, просто, скорее всего, вычитав из своего кэша. Поэтому такое высокое быстродействие. Итак, публичные имена у нас, собственно, преобразовываются. Теперь установим на этот DNS-сервер свою собственную зону. Итак, я выхожу из режима NSLOOKUP и устанавливаю зону. Пусть зона это будет называться firma.ua. И буду сейчас ставить основную зону. Делается это с помощью командлета под названием add DNS Server Primary Zone. Итак, вводим add DNS Server Primary Zone. Дальше указываем аргумент name и вводим в кавычках имя зоны. Ну, например, firma.ua. Дальше указываем параметр зоны файл. Задаем файл, где будет храниться зона. Указываем имя этого файла. Пусть это будет, например, firma.ua.dns. И также указываем аргумент, который будет запрещать динамические обновления. Dynamic updates. None. Так, поехали. Ругается. Ага. Да, понятно. Ругается на синтаксис.
Dynamic Update. Вот, ошибаться нельзя. Итак, поехали. Все отработало. Итак, зона создана. Следующее, что необходимо сделать, это в этой зоне создать запись. Например, запись А. Вот. И присвоить, значит, указать символьное имя узла и IP-адрес узла. Делается это с помощью командлета под названием DNS Server Resource Record A. Итак, add DNS сервер resource record A. Дальше вводим аргумент name. Пусть будет называться, например, comp. Имя компьютера, да, будет называться comp, например, да. Дальше вводим аргумент IP-адрес. IP-адрес и вводим его IP-адрес. Пусть он будет, например, даже не в моей сети. Допустим, какой-то другой. Допустим, 10. Там 777. 10777. И следующий ставим аргумент зона name. То есть принадлежность к какой зоне будет этот компьютер. Зоны name. И указываем имя нашей зоны. Фирма ЮА. Фирма.ua. Enter. Отработало. Теперь проверяем. NS lookup. Мы сейчас должны ввести имя компьютера comp, а он нам должен в ответ дать его IP-адрес 10777. Так, не видит, да? Вводим полное имя comp.firma. Вводим полное имя FQDN. Compfirma.ua. Да, значит, если ввести полное имя компьютера, то да, действительно преобразования работают. Причем заметьте, что это уже моя собственная зона. Вот, и сейчас проверяем, делаю дополнительную проверочку, что все-таки публичные адреса также преобразовываются. Введем, например, intel.ru. Intel.ru. Да, Intel тоже отрабатывает. Все, господа, на этом у меня все. Если вам это видео понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Ну, а если не хотите пропускать новинки, то подписывайтесь на канал.